Добрый день! Сегодня я решила сшить тунику для своей дочки. За основу я взяла выкройку обычной футболки, которая свободно сидит на моей дочке. И выкроила детали переда и спинки без изменений, но укоротила длину, оставила вниз от проймы всего лишь 6 сантиметров. Прибавка на все швы 7 миллиметров. Итак, спинку я обрезала по ровной линии, а перед я опустила вниз на 1 сантиметр. На 1 сантиметр, как вы поняли, по центру. Так, мне кажется, будет симпатичнее сидеть сама туника. Шью на рост 122 сантиметра. Рукав краила без изменений, только слегка увеличила длину, что-то в районе 2-3 сантиметра. Далее выкраиваем оборки. Оборка переда – это юбка, ее ширина равна 2 ширинам полочки. Обратите внимание, верх кокетки копирует кривую линию низа полочки. Длина по центру юбки у меня 23 сантиметра, и далее к краям, то есть к боковым швам, я эту длину увеличиваю на 5 сантиметров. Далее идет кокетка спинки. Также ее ширина равна 2 ширинам спинки. И длина, обратите внимание, боковые швы на переде и спинке кокетки должны совпадать по своей длине. А далее к низу я увеличиваю еще на 7 сантиметров. То есть в данном случае на спинке увеличение длины идет к центру спинки. Обратите внимание, если эту юбку сложить переднюю часть и заднюю вместе, то должна быть такая вот плавная линия с плавными переходами. Шить я буду из материала кулирка с лайкрой. И для начала прикладываем перед и спинку лицевыми сторонами друг к другу и на оверлоке сошьем плечевые швы. Теперь в открытую пройму мы вошьем оба рукава.
Сейчас складываем верх туники пополам и будем прошивать боковые швы и швы на рукавах. Теперь обработаем горловину. Для этого измеряем обхват горловины. Это значение умножаем на коэффициент 0,75. Такой длины беечку мы выкраиваем из рибаны с лайкрой, а ширина бейки 4,5 см. Для начала мы эту бейку сошьем в кольцо. Теперь бейку складываем пополам с швами вовнутрь и делим нашу беечку на две равные части. Также на две равные части мы делим горловину. И вот эти метки на бейке и на горловине совмещаем друг с другом. Причем бейка и горловина идут друг к другу лицевыми сторонами, а шов на бейке совпадает с одним из плечевых швов на полочке. И равномерно натягивая нашу бейку, мы ее будем пришивать. Вот посмотрите, какая горловина у нас получилась. Ее осталось только хорошенько отгладить. Теперь сшиваем боковые швы передней и задней полотнища юбки. А сейчас нам необходимо пришить юбку к верху туники. Для этого совмещаем их лицевыми сторонами, опуская верх нашей туники в юбку. Боковые швы совмещаем и далее юбку насбариваем до ширины нашей полочки и спинки.
Насбаривайте как вам угодно. Можете прострочить крупно на машинке, а потом стянуть ниточки, а можете просто, как я, заложить складки. Потом я это все сметала для удобства и пришиваю на оверлоке. В конце необходимо удалить все сметочные нитки. По окончанию необходимо проверить, чтобы все слои ткани попали в шов. Теперь подол подворачиваем внутрь на 2 сантиметра, скалываем иголочками и будем отстрачивать на распашивальной машине по лицевой стороне. Строчить необходимо так, чтобы шов, особенно вот эта вот левая иголка, шла строго по краю подгиба, чтобы потом не пришлось отрезать лишний материал. Для удобства ориентируемся на метки на металлической пластине, чтобы ткань под лапку шла строго по этим меточкам. Контролируем себя, проверяем, корректируем, и все у вас получится ровненько. Таким же образом обрабатываем и рукава. И наша туника готова. Посмотрите, какая она получилась симпатичная и пышная. При желании, если вы увеличите длину юбки, то у вас получится и платье. Я же в комплект к этой тунике сшила голубые лосины. Моя дочка не любит носить штанишки, а предпочитает платья. Но за счет того, что эта туника такая пышная, а главное кружится, она ей очень понравилась, и она ее с радостью одевает. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.